Всем добрый день. Снимаю это видео для того, чтобы сказать вам, что сегодня ночь черной Лилит. Какие ночи называются ночью черной Лилит? Это когда лунное затмение, либо луна, вокруг луны появляется ободок, либо луна черная. Вот эти ночи называются ночью черной Лилит. Согласно легенде, как говорят, не легенде, скажем, сказанию, так правильнее звучит. Лилит была первой женой Адама. Многие книги из Библии исчезли. Если вы почитаете Библию, первым делом написано: «Создал Бог мужчину и женщину». Да? А уже потом почему-то еще раз создает Бог женщину из ребра Адама и говорит, что плодитесь, размножайтесь, владейте землей. А где та первая женщина, которая была создана? Ведь 2 раза повторяется создание женщины. Удалено, убрано. Есть великий поэт был, я считаю, что такие люди всегда есть, даже если они физически уходят. Авети Кисаакян. И у него есть поэма «Лилит». И там сказано, как Адам горевал, скучал по ней, по своей неверной Лилит, которая ушла с сатаной, играючи, смеясь над ним. И дабы, утешить своего любимца, Бог создает Еву, более земную, более спокойную. Но Адам до конца жизни горевал и вспоминал ту страстную Лилит и не мог забыть. И целуя ее уста, он вспоминал уста Лилит и, даже умирая, звал ее имя. Лилит становится матерью демонов. Лилит создана из огня, рыжеволосая красавица Лилит. И если мы отслеживаем еще, скажем, сказание Корана и о том, что джинны созданы из огня, то все совпадает. Совпадает с тем, что действительно мать демонов, либо джиннов, либо потусторонних сущностей и так далее, была одна богиня Лилит. По другой версии еще она родила ведьм. Это ее младшие дети. То есть старшие дети – демоны, среднее звено детей – это джинны, племя джиннов, которые точно так же являются определенным народом. Я уже о них рассказывала. И младшее звено Лилит, младшее звено детей Лилит являются, ведьмы. Ведьмы, колдуны. Именно поэтому говорят, что у всех ведьм есть определенные характерные черты схожести, потому что они братья и сестры, извиняюсь, по своей древней матери, по генетике. Есть версия, что Лилит была просто очень великой, очень известной, сильной жрицей, и поэтому слава о ней дошла до нас через многие тысячелетия. Вообще, в древние времена нужно было быть очень великим человеком, очень известным, чтобы о тебе говорили через многие тысячелетия. Тогда не было компьютерной сети, ютуба, и никак невозможно было себя проявить. Нужно было проявить более именно в народе, да, и поэтому для того, чтобы стать настолько известным на столькие века, нужно было бы быть кем-то. Итак, шумерская богиня Лилит. И время черной Лилит – это дни, посвященные ее поклонению. Это дни, которые были выделены специально для нее. Но в то же самое время в эти дни можно делать определенные ритуалы, которые будут действовать очень сильно. Итак, что нужно делать? Дорогие друзья, я вам дарила простым людям, дарила ритуалы «Рука справедливости», дарила ритуалы «Забыть боль прошлого», дарила денежные ритуалы, которые можно было сделать и так далее. Вот в эту ночь вы можете их делать, и они дадут результат очень сильный и очень быстрый. В эту ночь обращение к фортуне, она, конечно, сработает всегда, но в эту ночь желательно обращение именно к тем силам, у которых вы просите справедливости, помощи в делах, да, и так далее, и так далее. Поэтому в ночь черной Лилит проведите именно те ритуалы, которые я вам назвала. Практикам в ночь черной Лилит
Можно провести ритуалы, защита через демоническую рать, призывы богов, призывы самой Лилит, призыв Гекаты и прочее. То есть в эту ночь можно провести ритуалы власти, ритуалы просьбы к богам, ритуалы перемены в судьбе и прочее, прочее. Этой ночью они особенно сильно получится и подействуют на вашу судьбу и на вашу дальнейшую жизнь в течение года. Так что не упускайте сегодня случай, потому что приходится ждать некоторое время, пока наступает дни черной Лилит. Ну и еще вот в эти дни, конечно, ритуалы мести, ритуалы призыва сил и прочее, они получаются очень даже и очень быстро. Так что ритуалы, связанные с Фемидой, конечно, дадут свой результат практически моментально, так что проведите. До того, как наступает лунное затмение, мы все это на себе чувствуем очень сильно. У нас перепады давления и прочее, это слабость, это физически просто настолько сильное ощущение, что не заметить это невозможно, собственно говоря. Поэтому мы уже знаем, что дни черной Лилит приближаются. И чем сильнее эти симптомы, тем сильнее будут эти ночи. Итак, дорогие друзья, сегодняшняя ночь, она таинственна, необычна и очень плодотворна для ваших ритуалов и для ваших просьб богам и силам. Я время от времени на алтарь ставлю статуэтку определенного божества в его дни, в его время, для поклонения, для того, чтобы они чувствовали себя особенными в этот день и так далее. Они, естественно, отвечают тем же. Что, собственно, советую делать и практикам. Итак, всем удачи, всех благ и не упускайте эту ночь. Всего хорошего.